Здравствуйте, друзья! Нам всем давно известно, что грецкий орех – это кладезь полезных веществ. В нем содержится много витаминов и микроэлементов, которые так нужны каждому, особенно тем, кто живет в мегаполисах. Внешне, чем-то похожий на мозг, этот орех действительно благотворно влияет на работу этого органа. К тому же обладает высокой питательностью и служит хорошим и полезным перекусом. Съев небольшую горстку, можно почувствовать насыщение. А недавние исследования ученых показывают, что грецкий орех – идеальный продукт для здоровья кровеносных сосудов. Орехи способствуют снижению уровня кровяного давления и уменьшают концентрацию холестерина в крови. А эти проблемы со здоровьем сейчас волнуют очень многих людей. Немецкие ученые установили, что систематическое употребление грецких орехов снижает уровень холестерина в крови и благоприятно воздействует на состояние кишечного микробиома. Они пришли к таким выводам по итогам эксперимента с добровольцами, которые регулярно употребляли орехи на протяжении 8 недель. Благоприятные эффекты, которые появились благодаря диете с повышенным содержанием грецких орехов, обусловлены составом орехов. В частности, биологически активным соединением, которые очень полезны для человеческого организма. Для того, чтобы лучше изучить пользу орехов, сотрудники университета штата Пенсильвания провели произвольно контролируемое исследование кормления с участием 42 человек, у которых был обнаружен риск болезней сердца и сосудов. Через 6 недель опыта выяснилось, что у людей, которые ежедневно употребляли цельные грецкие орехи, улучшился состав кишечного микробиома, что самым положительным образом отразилось на работе иммунной системы. Полезные бактерии в кишечнике, росту которых способствуют грецкие орехи, положительным образом влияют на уровень кровяного давления и содержание холестерина в крови, отмечают специалисты. Эти орехи являются важным источником всем известных омега-3 и витаминов группы В. Все это в комплексе помогает снизить уровень стресса и тревожности, а также улучшает показатели внимания и концентрации, снижает риск заболеваний нервной системы. Помимо укрепления иммунной системы и борьбы с гипертонией, грецкие орехи способствуют улучшению зрения, снижению уровня сахара в крови, улучшению памяти и гормонального фона, стабилизируют работу кишечника и обладают успокаивающими свойствами. Внушающий список, не правда ли? Как же их лучше покупать и правильно хранить? Лучше всего покупать орешки в скорлупе, не очищенные. Так они не окисляются и не повреждаются. При выборе нужно смотреть, чтобы они не были темными, так как темные орехи могут быть прогорклыми на вкус. После покупки орехи нужно просушить в течение суток, выложить их на бумагу в один слой. Если планируете хранить орехи до следующего сезона, их стоит еще прогреть в теплой духовке в течение часа, чтобы избавиться от влаги на 100% и избежать появления плесени. Хранить орехи в скорлупе лучше в коробке из картона или в тряпичном мешочке при температуре до 15 градусов. Если температура повысится, может появиться плесень. Если вы хотите сохранить очищенные орехи, то при комнатной температуре они прекрасно сохранятся в течение 2 недель. Их нужно достать из полиэтиленового пакета, чтобы они там не испортились. Если положить орехи в герметическую стеклянную упаковку и поставить в сухое темное место, они сохранятся на срок до 2 месяцев. В стеклянной герметичной таре в холодильнике орехи хранятся до полугода, в морозилке в пластиковом пакете до года. Зеленые орехи хранить нельзя, но можно из них приготовить варенье или настойку на зиму. И самый интересный вопрос – сколько же таких орехов можно есть в сутки? Эксперты рекомендуют съедать до 35 граммов в день. Любой продукт, даже самый полезный, хорош в меру. Злоупотреблять грецкими орехами не стоит из-за высокой энергетической ценности. В них содержится около 650 килокалорий на 100 грамм. Также в их состав входит большое количество жиров, что может негативно влиять на работу печени и поджелудочной железы и в целом нагружать желудочно-кишечный тракт. Кроме того, орех – это аллергенный продукт, и его чрезмерное употребление способно спровоцировать аллергические реакции. Также злоупотребление этим продуктом может способствовать развитию жировых отложений и набору лишнего веса. Вот и все, друзья. Теперь об орехах вы знаете все.
Спасибо всем, кого заинтересовала тема и кто досмотрел ролик до конца. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик. Желаю всем научиться получать от еды настоящее удовольствие и максимум пользы. Всего всем доброго!